Генеральный спонсор канала – компания Вартек. Stalker Strike или страйкбольный сталкер. В прошлом году на моем канале вышел геймплей по этой игре, и с тех пор вы просите более подробно рассказать об этой теме. Поскольку я не являюсь профи в этой области, мне поможет эксперт по данной теме. Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей Поэт, и я приветствую вас на канале Марти. Stalker Strike – это страйкбольная ролевая игра по мотивам всем известной компьютерной игры Stalker. Игра представляет из себя полностью открытый мир со своей экономикой, различными группировками с их интересами, базами, аномалиями, артефактами и мутантами. Подобные игры длятся сутки, бывают двухсуточные и даже трехсуточные. Каждый игрок имеет свою роль и общается в игровом мире без так называемой пожизневки, а полностью от лица своего игрового персонажа, имеющего свою историю появления в зоне. Главной особенностью Stalker Strike является отсутствие линейности сюжета. Игрок попадает в целый новый мир и живет в нем, выполняя различные задания, зарабатывая игровую валюту, на которую можно купить еду, информацию, нанять других людей, выстраивает связи, создает себе репутацию, обманывает, предает или наоборот помогает другим игрокам. В общем, Stalker Strike дарит кучу возможностей. Вот он, целый мир перед тобой. Иди, ищи себе приключения. Вернешься, завалю. Не вопрос. Например, на крайней игре я купил информацию о месторасположении базы Свободы. Те, мол, могут дать интересную работу одиночке, но тот, кто мне дал эту информацию, скорее всего был завербован бандитами, потому что на указанном мне месте оказалась не группировка Свободы, а... Один. Дальше не проходи. О, это я неудачно попал, да, ребята? Гору, бля, выше, чтобы я видел все. Вот. Когда я попал к ним в другой раз, меня заставили драться на ножах с одним из сталкеров. Правда, я умудрился незаметно спереть свой изъятый при входе пистолет и попросту застрелить оппонента, чем изрядно повеселил братву. И из подобных моментов строится вся игра. Все зависит от вашей смекалки, умений, ну и случая. Давай мы с тобой, Вольник, сыграем. Ну давай попробуем. Ты человек азартный? В игровом мире присутствуют все группировки, что встречались в оригинальной игре, а также те, что не вошли в релиз, но присутствуют в книгах. Каждая группировка имеет свой определенный дресс-код, и по нему, по внешнему виду, игрок точно может определить, кто находится перед ним. Сейчас я вкратце расскажу о основных группировках, их целях и внешнем виде. Брат Федор, веди его на первый плот, сам обыскивай. А то неверный червь скоро умрет от радиации. Монолит – это фанатики, которые поклоняются некоему камню, что, по слухам, исполняет желание. Могут ловить других игроков и посредством ритуала обращать свою веру. Обращенный таким образом человек именуется адептом Монолита. Он никому не разглашает свой секрет, но теперь действует в интересах Монолита и даже может убить членов своей группировки или отряда, если те вступят в бой с Монолитом. Сами бойцы Монолита используют камуфляж в расцветке Урбан и снаряжение в расцветке Олива. Монолит не заключает союзы, враждебно относится ко всем игрокам, убивают всех, а пленных делают адептами. Я к вам по делу, по небольшому, целенаправленно, так сказать. Долг. Защитим мир от заразы зоны и все такое. По бэку они считают своим долгом не допустить распространения аномальной зоны в любых проявлениях. Отсюда и название клана. По тем же книгам долговцы охотятся на мутантов, помогают ученым не допустить распространения артефактов на Большой Земле. Активно враждуют с группировкой Свобода, так как те живут в мире с зоной. На Stalker Strike же долговцы в основном прессуют вольных сталкеров за то, что те таскают артефакты и распространяют эту заразу. Чё ты таскаешь заразу зоны за периметр? А? Убьют меня там. Тебя там убьют. Тебя А здесь здесь сейчас тебя убьют. пожалеют. Тебя здесь пожалеют. Долг одет в черную тактическую экипировку, иногда с красными вставками, как в оригинальной игре, иногда без них.
Свобода на Stalker Strike это в принципе нейтральная группировка, если с ними не ссориться, то вести взаимовыгодные дела со Свободой могут представители практически всех конфессий. Много оружия разного, абсолютно, поставки со всего мира. Патронов 5 штук в магазине. Нет, Патроны сейчас, интересуют, ну да. Информация интересует, документы, бумаги. Информация есть, кстати, по вашим заклятым врагам. Носят свободовцы камуфляж в расцветке флектарн и активно враждуют разве что с Монолитом и группировкой Долг. Наемники. Тут все просто. Работают на ту сторону, которая платит. Носят синие комбинезоны и черную экипировку. Бандиты. Бандиты в основном прессуют вольных сталкеров, перекрывая хлебные места. Ставят людей на счетчик, требуют плату за проход, устраивают арену и просто грабят. Общаются по-блатному, выглядят соответствующе. Треники, кроссовки, плащи, кепи. Особо тактикульные персонажи больше похожи на операторов частных военных компаний. Не перебивай, пахана! Вольники, они же одиночки, вольные сталкеры, нейтралы и так далее. Вольники это по сути даже не группировка, а люди, которые выживают в одиночку. Парами, реже маленькими группами, преследуя свои, только им ведомые интересы. Например, мой персонаж стремится заработать, и часто я, бывает, работаю на несколько сторон одновременно, подставляя одних перед другими, если это выгодно лично мне. В основном одиночки носят костюм горка, синие джинсы с паркой от той же горки, энцефалитку или костюмы Заря-1, как тот, что одет сейчас на мне. Есть и другие стороны, но в рамках этого видео я говорить о них, конечно же, не буду. А расскажу лучше о еще одной отличительной особенности Stalker Strike. Это электроника. Система радиоприемников и радиопередатчиков «Луч», которые разработал мой хороший знакомый Игорь, и на которых играют почти все организаторы подобных игр. Это наш творец аномального мира. Благодаря нему мы играем с очень крутой электроникой. И у нас действительно есть аномалии, есть контролеры и прочие такие всякие интересные темы, которые отыгрываются благодаря ПДА. Система «Луч» представляет из себя радиопередатчик, на который через компьютер записывается определенное воздействие, например, аномалия или очаг радиации. Такие передатчики организаторы игры заранее раскладывают на полигоне, и их количество может доходить до сотни. Аномалий было очень много, и аномалии в этот раз реально били на 2 метра. То есть там не одна аномалия там на полполигона, а реально их было много, их приходилось обходить. И 105 штук аномалий на игре. Каждый игрок, в свою очередь, имеет радиоприемник ПДА-луч, который фиксирует сигнал, попадая в радиус действия радиомаячка. Приемник выглядит следующим образом, и попадая в зону действия передатчика на приемник и, соответственно, игрока, начинается воздействие. Конкретно сейчас это аномалия ржавые волосы. Если игрок вышел из зоны действия аномалии, он может подлечиться, используя чип аптечки. 100% жизни. На этот передатчик записано воздействие радиации. Соответственно, попадая в зону действия радиации, на игрока начинается воздействие радиации. Сейчас мы набрали уже больше 10 тысяч. Можете сами посчитать. При наборе 1 000 000 рад персонаж погибает. А таких точек на игре очень много. И, соответственно, радиоактивные пятна нужно проходить очень быстро. И это только верхушка айсберга, которую мы охватили в рамках этого видео. Электроника имеет огромный потенциал, кучу функций для того, чтобы сделать игру интересной и разнообразной. Также в игре есть артефакты и, соответственно, контейнеры для их переноски. Артефакты порождают аномалии, их можно продать или активировать у ученых, заработав тем самым прошивку в ПДА, которая позволит вашему приемнику получать меньший урон от аномалий и радиации. Если вам интересна данная тема, приходите на мой канал, ссылку на который Марти обязательно разместит в описании под этим видео. Я сейчас как раз начал показ 13-го сезона Stalker Strike, моей игры, снятой от первого лица. Также на канале есть видео из серии Stalker Strike для чайников, в котором вы найдете информацию о том, как и где поиграть самому в Stalker Strike и что для этого нужно. А на этом у меня все. Марти. Спасибо Андрею за помощь в создании этого видео. Поддержите нас лайком, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки в описании к видео и будьте правильными сталкерами.